Всем привет! Примерно год назад завершил реставрацию моего сверлильного станка 2М112. Для удобного его размещения изготовил передвижную тумбу с выдвижными ящиками. Все эти видео вы можете увидеть у меня на канале. Но сейчас настал час изготовить для него станочные тиски, потому как использовать обычные на нем крайне неудобно. Такие тиски можно купить готовые, но это будет слишком просто и совсем не интересно, как разработать и изготовить их самому. Итак, первым делом в SketchUp разрабатываю 3D модель и только после этого перехожу к постройке. Для желающих повторить, картинки с размерами моих тисков я размещу в конце видео, а полноценную 3D модель в группе ВКонтакте. Тиски хотел сделать похожими на заводские, а потому никаких уголков и швеллера применять не стал. Только хардкор, только ржавая фольга толщиной 10 мм. Из нее мы еще как-нибудь сделаем гриндер, но это уже совсем другая история. Наношу разметку и отрезаю кусок необходимого размера. Те, кто частенько работают с металлом, прекрасно представляют, какой объем гари и абразива летал бы в воздухе при раскрое такого количества металла. И чтобы меньше дышать всей этой гадостью, было решено приобрести ленточную пилу. Да, покупка не из дешевых, но я давно о ней мечтал и надеюсь, она того стоит. Качество распила мне очень понравилось, особенно если учесть, что он был выполнен без единой искры. Максимальные отклонения от размера получились в районе 0,2. Когда все заготовки нарезаны, приступаю к разметке основания. Для удобства работы делать это буду в своих самодельных тисках. Для тех, кто не видел, подробное видео с их изготовлением есть у меня на канале. Разметку наношу с помощью китайского разметочного штангенциркуля. Сначала делаю отверстия меньшего диаметра, а после рассверливаю их до 14 мм. Ленточная пила вещь хорошая, но без болгарки все равно никуда. Центральный прямоугольник вырезаю таким же образом. Для получения большей точности разметку я нанес с обеих сторон заготовки, и рез также производил с обеих сторон. Углы допиливаю лобзиком. Во второй заготовке также делаю окно, только меньших размеров. Отверстие обрабатываю человека-фрезером с насадкой на пильник. После воспользуюсь своей новой бормашиной с абразивными барабанами. Ее, как и многое другое, я покупал на AliExpress, а в ее выборе мне как всегда помог сервис AliRadar. Найдя интересующий товар на AliExpress, нажимаю «Поделиться» и выбираю приложение AliRadar. Тут представлена динамика цен на товар. Есть очень полезный раздел с отзывами и фотографиями от реальных покупателей. Есть возможность увидеть рейтинг надежности продавца. А если вдруг по каким-то причинам товар вас не устраивает, то в разделе «Похожие товары» можно подыскать ему альтернативу. Кстати, включив уведомления, радар оповестит вас, когда цена на товар упадет. Установить радар можно и в браузер. В общем, кому интересно, ссылка на полезный сервис будет в описании. Прямоугольные отверстия очень важно изготовить максимально точно, ведь они будут выполнять роль направляющих. В отличие от всех остальных деталей, нижний вкладыш будет сделан из металла толщиной 8 мм. Подгоняю его так, чтобы он перемещался с минимальным люфтом.
Аналогичную операцию произвожу и с верхней пластиной. Тут толщина вкладыша уже 10 мм. Теперь необходимо максимально прочно соединить две эти детали. Вариантов, как это сделать, масса. Я же выбрал способ соединения с помощью сварочных заклепок. Вот вам наглядный пример того, зачем нужны тиски на сверлильном станке. Перед сваркой произвожу очистку всех деталей от ржавчины и окалин с помощью кораллового диска. Ссылку на такой оставлю в описании. Привариваю подкладку под гайку. Чтобы точно выставить пластины основания друг относительно друга, сначала максимально точно выставляю два вкладыша и временно их соединяю суперклеем. Прогнав вкладыш вперед-назад несколько раз, выставляю пластины в правильное положение, в котором после сварки вкладыш будет ходить свободно. Поймав параллельно, стягиваю пластины самодельными струбцинами. Металл толстый, полуавтомат выжимаю на максимум. Перед сваркой пластин губок делаю фаски. В том месте, где будут крепежные болты, варить не буду, потому как просверлить отверстие в сварочном шве, а после нарезать там резьбу может оказаться крайне проблематично. Проварив детали с одной стороны, чтобы не потерять базу, поверхность выравниваю. Раньше я бы это сделал с помощью болгарки и напильника, но сейчас для выполнения этой задачи воспользуюсь моим новым помощником. Когда базовая плоскость готова, провариваю деталь с другой стороны. Грубую обдирку сделаю болгаркой, после поверхность также торцану на токарном. Наношу разметку и сверлю отверстие. С помощью цыковки, купленной на Али, делаю углубление под головки винтов. В двух центральных отверстиях нарезаю резьбу М6. Под упорную часть винта сделал глухое отверстие диаметром 12 мм. На неподвижной губке делаю фаски под сварку. Точно выставляю, а после мощно привариваю. Сварочные швы зачищаю.
Накладки на губки вывожу в размер тем же способом. Выбрать четверть можно было бы с помощью болгарки, но мне захотелось сделать это на токарном. Устанавливаю накладку в резцедержатель, базируюсь по патрону и надежно фиксирую. Концевая фреза по металлу к тому времени мне еще не пришла, потому фрезеровать паз буду рашпильной твердосплавной фрезой для бормашины. Так совпало, что глубина захода фрезы получилась точно такой, как надо, а именно 3 мм. Съем за проход делал полмиллиметра при 1200 оборотах в минуту. Ход поперечного суппорта на станке в 100 мм не позволяет выполнить данную операцию за одну установку. При перестановке снова базируюсь по патрону. На время данной операции суппорт фиксирую. С поставленной задачей рашпильная фреза справилась отлично. Лыска получилась достаточно неплохая, и переход между переустановками деталей практически не ощущается. В накладках сверлю отверстия для фиксации и нарезаю резьбу М6. Винт для тисков буду использовать от старого домкрата. Конец винта подгоняю по диаметру и делаю канавку под фиксирующую скобу. Скобу изготовлю из металла толщиной 3 мм. У гайки удаляю все лишнее. На губки устанавливаю накладки, свожу в минимальное положение и стягиваю струбцинами. Во вкладыше делаю пилотное отверстие, устанавливаю его в правильное положение и фиксирую суперклеем на время сверления. Используя его отверстие как направляющее, сверлю отверстие в подвижной губке. Нарезаю резьбу М8. Отверстие во вкладыше зинкую. Делаю предварительную сборку для правильного выставления гайки. Переварить гайку с первого раза мне не удалось, потому как сварочный шов начал пузыриться. Из чего она изготовлена, у меня на ум приходят только два варианта, либо это чугун, либо порошковая металлургия. Если я ошибся, то обязательно поправьте в комментариях. Немного изучив эту тему, выяснил, что чугун имеет свойство впитывать масло. Для его удаления деталь необходимо хорошо прогреть. И действительно, при прогреве из металла начало что-то выделяться и гореть. После обжига делаю еще одну попытку.
И вы знаете, это дало результат. Гайка приварилась вообще без вопросов, а я тут уже электроды по чугуну приготовил. Для обработки сварочных швов воспользуюсь бормашиной и твердосплавной фрезой. Честно сказать, в работе данная бормашина мне очень понравилась. За свои 25 баксов это просто отличный инструмент. Единственный минус — это не особо длинный сетевой кабель, но этот момент можно легко исправить. Кому нужно, ссылку на эту бормашину и набор твердосплавных фрез оставлю в описании. При работе с борфрезами образуется большое количество острой стружки. Ручку для тисков буду делать из 28 трубы. Фиксация на винте будет с помощью штифта. Для большей ухватистости сделаю накатку. Сделать накатку более глубокой не позволила жесткость станка, потому как на маложестких станках рекомендуется использовать накатку другой конструкции. Делаю предварительную сборку. Проведя тесты тисков, пришел к выводу, что делать какой-то дополнительный вороток для увеличения силы зажима нет необходимости. Для большинства задач по фиксации заготовок кистевого усилия зажима оказывается вполне достаточно. В случае необходимости получения большего усилия сжатия к передней части ручки можно приварить гайку, с помощью которой винт можно будет поджать обычным рожковым ключом. Этот вариант мне понравился, и в дальнейшем я именно так и сделал. Чтобы нижний прижим не блокировал вкладыш при зажатых винтах, туда я изготовил тонкую подкладку из жести. Для лучшего скольжения и красоты рабочей поверхности решил шлифануть. Произвожу очистку и оклейку поверхности. Краску для тисков выбрал голубой металлик с молотковым эффектом. Для скобы выбрал серебристый цвет. Когда краска высохнет, наступает самый приятный этап – расклейка и сборка. Данная молотковая краска мне очень понравилась.
Винт смазываю и устанавливаю на место. Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, стоило ли в точку опоры шпильки установить шарик от подшипника. Ну вот, пожалуй, и все. Тиски полностью собраны и готовы. Максимальная ширина захвата 120 мм, ширина губок 140 мм, высота 40 мм. Масса тисков 6,5 кг. Фиксируются тиски болтами М14 за Т-пазы стола. За счет продолговатых отверстий зафиксировать тиски можно в любом необходимом положении. Тонкие детали удобно зажимать с помощью лысок на накладках. Благодаря вашим советам наконец-то решил вопрос с освещением рабочей зоны на сверлильном станке, для чего на AliExpress приобрел вот такую классную лампу на гибкой ножке с мощным магнитным основанием. Это, пожалуй, лучшее решение по подсветке рабочей зоны, которое только можно придумать. В случае необходимости светильник можно быстро переставить и направить в нужное место. В общем, вещь настолько классная, что точно такой же я установил и на токарник. Кому нужно, ссылку где брал оставлю в описании. Чтобы не откладывать на потом, как уже говорил ранее, тиски я сразу же доработал, приварив гайку. Для фиксации тисков на столе и дожима винта используется один и тот же ключ, что очень удобно. Для фиксации круглых деталей на поверхности накладок хотел сделать V-образный вырез, но пока не придумал, как сделать его точно. Если у вас есть идеи, то обязательно напишите в комментариях. Ну а на этом данное видео я буду заканчивать. Если тема самодельных тисков вам интересна, то рекомендую к просмотру мое видео о постройке мощных поворотных тисков. Оно получилось очень насыщенным и интересным, и на данный момент уже набрало более 1 миллиона просмотров. Что касается этих тисков, то вы еще не раз их сможете увидеть в моих видео. А для тех, кто решит их повторить, вот небольшие зарисовки с размерами. Полноценная 3D-модель, как всегда, будет в группе ВКонтакте. Все ссылки на полезные товары будут в описании под видео. Если вам нравятся видео подобного плана, то вы сами знаете, что нужно делать, чтобы они выходили чаще. Также обязательно пишите комментарии, что еще можно улучшить. Мне будет интересно их почитать. Ну а пока желаю всем мощных тисков и сверлильных станков.